Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, начинаем, точнее, продолжаем нашу серию роликов встречи с духами, голосовые рассказы. Сейчас включу и буду объяснять, что и как. То есть, что видели люди, что происходило, что это было. Быть может, они найдут ответы на свои вопросы. Может, и другие найдут ответы на свои вопросы, потому что похожих случаев много. Начнем. Здравствуйте, уважаемая Инга. Меня зовут Ермония. Моя история встречи с духом. Это было в 2012 году. Жила я в съемной квартире и часто замечала присутствие духов. Из-за этого был некий страх, но особо этому не придавала значения. В один день, когда я лежала в полусонном состоянии, их присутствие было сильно ощутимо. Духи продвигались по комнате в две колонны. Одна колонна шла в одну сторону, а другая — обратную. Одни духи сидели на моих ногах, а другие играли с моими волосами. Я прямо чувствовала то, как они взаимодействовали со мной. На тот момент я была на 2-м месяце беременности. После постучалась в дверь. Я встала, чтобы открыть, и как только я открыла дверь, тут же потеряла сознание. На следующий день я обратилась в больницу, и мне положили в стационар 10 дней очень низким давлением. Духи были белые, безликие. Спасибо большое, огромное, уважаемый Инна. Так, я сейчас вам объясню, что это было. На самом деле это не болезненное состояние, это не сон. Это полная реальность. Это называется пограничное состояние или состояние измененного сознания. Когда человеку плохо, когда человек падает в обморок, когда у человека высокое или низкое давление, когда человек находится в плохом состоянии здоровья, когда получает удар, когда ранен и так далее, и так далее. То есть он находится между жизнью и смертью. И в этот момент его душа, естественно, приподнимается над телом, потому что она собирается уйти. Его душа находится чуть то есть выше его физического тела. Он практически наполовину в астральном мире. Но вот человека шатает, да, плохо, дурно, он теряет, то есть он плохо ориентируется по комнате, его в разные стороны кидает и так далее. У него в этот момент пограничное состояние. Он находится в таком состоянии измененного сознания. И в этот момент иногда человек может, глядя в зеркало, увидеть другого вместо себя. Или может увидеть объекта, вот, виновника всего этого, например, кто ударил, ушел, убежал, но в голове, в памяти остается образ, и ему кажется, что он до сих пор в комнате. Такое может быть, когда человек влюблен. Это тоже состояние измененного сознания. Это очень сильный стресс, эмоциональное, яркое такое состояние. Это страх, это любовь, это смертельная опасность. Это когда тело теряет контроль, когда человеку плохо. Вот с давлением проблемы у человека были, да, резко. И в этот момент эта ширма падает.
Вот мы с вами не видим мир духов. Точнее, кто надо, тот видит. Но, в принципе, обычный человек не должен их видеть. У него закрыто. Один из церковных отцов сказал, что если бы мы видели всех, кто рядом с нами находится, многие сошли бы с ума. Нам запрещено это видеть. Когда человек в состоянии опьянения или после каких-то веществ запрещенных, у него падает вот эта вот ширма защитная. У него эта защита, то есть исчезает. И он видит мир духов. Человек, который болеет, человек, который при смерти. А при смерти мы можем много раз в жизни быть. То, что мы живы остались, это не означает, что у нас не было моментов при смерти, когда мы могли умереть. Буквально пару секунд, и нас могло не стать. Просто успели, спасли. Это может все что угодно. Приступ аппендицита, головная боль, сильная мигрень. Все что угодно. Это все преддверие вот присмертия. Потому что от таких приступов резких может сердце остановиться, может кровоизлияние в мозг случиться, может лопнуть внутри, например, тот же аппендицит, который воспаленный, и отравить кровь, и человек умрет за считанные секунды и так далее. Много. Мы очень хрупкие создания. Единственный, кто постоянно видит мир духов, это животные. Но у них нету языка. Они не могут это объяснить. И они не понимают разницу между нами и ими. Конечно, иногда бывает, что они боятся показывать свой страх. Вот кошка там ощетинилась, вот вся такая, стала как елка. Шипит, там, кричит, в общем, мяукает неестественно, смотрит в одну точку. Это значит, кто-то страшный появился, кто-то неприятный. А так они постоянно их видят. Просто им кажется, что эти кто-то, кто им приходит и является, что они, скажем, живут в нашем доме, жители нашего дома. Поэтому они к ним относятся спокойно. Они домового видят и прочее, прочее. Но нам они сказать не могут, чтобы мы им объяснили, что это чужие, что это непонятно кто, что мы их не видим, не знаем. Поэтому им разрешено это видеть. Разрешено видеть мир духов детям, которые еще не умеют объяснять. Вот иногда там пальцем показывают куда-нибудь. Вот тетя, вот дядя. Мы принимаем это как за детскую фантазию. Ну, например, есть такие кадры, где девочка маленькая идет на могилу мамы. Привели, значит, бабушка привела. И она кого-то целует. И в конце помахала ручкой и сказала: «Бай, мама». Ну, это там в Америке эти кадры снимали. Ребенок в этом возрасте не может выдумать и придумать. Ей там 3 года, что ли. Маленькая девочка. Она не смотрит на изображение на камне, она смотрит вверх туда и разговаривает. И в конце как будто бы целует и прощается. И называет мама. То есть она кого-то видит. Пока у них эта ширма еще не образовалась, потому что они невинные, они маленькие. Как только они начнут соображать больше, смогут рассказать и описать, это эта способность видеть мир духов у них уйдет. Многие из вас наверняка видели, когда младенец, да, новорожденный ребенок лежит и ручками тянется, гугукает, играет, улыбается, как будто кто-то его веселит, там что-то делает. Некоторые говорят, просто смотрит в потолок. Это неправда. Просто смотреть в потолок очень хорошо отличается. Просто когда ребенок лежит и смотрит, и когда он тянет ручки, он с кем-то говорит. Он с кем-то говорит. Моя бабушка говорила, вот
со своим ангелом разговаривает. Защитник его, стражник, который с ним играется, потому что он еще невинный ребенок, и он не может нам рассказать. Вот поэтому и ему являются. Как только этот невинный ребенок начинает набираться разума, начинает понимать, что это такое, начинает соображать, что они не наши, что в нашем доме, у ребенка какой мир? Мама, папа, бабушка, дедушка, киса, собака. А потом соседи, а потом наш город, а потом наша страна, а потом мир. Постепенно это все расширяется, этот круг. И поэтому, как только ребенок, кроме мамы, папы, афы и кисы, еще что-то начинает видеть, его закрывают. И вот что случилось с ней в этот момент? Что она начала их видеть, этих духов. Ей стало плохо. Она была при смерти. И при смерти просто уже ее душа, готовясь уйти, эта ширма упала, и она увидела всех, кто в ее доме обитает. Может быть, и раньше они там были, и ходили, и передвигались, и трогали, и с волосами играли. Только она это не понимала и не чувствовала. А вот в этот момент, когда ей стало плохо, когда она умирала, между жизнью и смертью, они пришли и показались. Эта защитная стена упала. Есть люди, у которых очень слабая защитная стена. Они всю жизнь их видят. Этим людям внушают, что у них какие-то способности есть и так далее. Нет, друзья мои, способности – это возможность не только видеть мир духов или судьбы людей, это помочь им. Если ты не можешь это использовать для того, чтобы помочь, а просто их видишь, и это мешает тебе жить, это не способность, это какое-то проклятие. Иногда, когда люди приходят с этим и говорят, что они видят мир духов, я им закрываю этот обзор. Естественно, с их желаний я им закрываю этот обзор, чтобы они жили нормальной жизнью. Это им не нужно. Ты сидишь, пьешь чай, и ты видишь, как кто-то окровавленный прошел по комнате. Это нужно? Это к чему? Что ты с этой информацией сделаешь? Что ты сделаешь? Кому это интересно? Расскажешь, тебе за сумасшедшего примут. Не поймут, будут виска крутить, будут избегать встречи с тобой, потому что ты какой-то странный. Какие-то вещи рассказывают, какие-то... Или спишь, поворачиваешься на другую сторону и видишь, что кто-то повесился, болтается. Вот это случилось, скажем, 100 лет назад. Вот старый дом. Ты там живешь. Тебе приятно это видеть постоянно. Тебе духи показывают, как они ушли, как они умерли, какие они были, как они страдали. Зачем? Это ведь абсолютно ненужная информация, это стресс. И такие люди долго не живут, потому что они все время находятся в стрессовом состоянии. Такие вещи надо закрывать. Это означает, что у них не сильная защита, так мягко говоря. И она временами открывается и показывает этот мир духов. Так вот, мир духов мы можем видеть. Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ними. Когда по дому кто-то ходил, когда кто-то позвал, когда кто-то напал, душил, когда мы открыли глаза, перед нами человек стоит. Каждый из нас хоть раз в жизни, я уже не говорю о тех людях, которые много раз видели, хоть раз в жизни это видели. Это было связано с домом, со стрессовым состоянием, с каким-то моментом жизни. Но они приходили, когда наша вот эта вот защитная стена ослабевала. Но постоянно их видеть, конечно, очень нехорошо. Так вот ее состояние, это предсмертное состояние, когда она просто увидела мир духов. Это очень яркое впечатление. Очень. Некоторое время мозг отказывается воспринимать. Ты начинаешь сама себя убеждать, что тебе показалось. Но потом начинаешь опять собирать воедино этот образ, это все, что было. И ты понимаешь, что нет, все-таки мне не показалось. Это было. Но это настолько быстро происходит, несколько секунд.
но это очень ярко и остается на всю жизнь. Например, сидишь, и вдруг там нож начинает крутиться по столу. В некоторых домах он прям живет. Это нечто. В старых домах особенно. Когда человек влюблен, я к чему говорю? Вы можете ночью открыть глаза, и вместо подушки вам покажется, что рядом лежит любимый человек. Такое бывает. Ты не веришь глазам, не может такого быть. Его здесь не могло быть. Но на тебя он смотрит, он лежит напротив просто. Это очень сильная влюбленность, которая тоже междумирие, которая тоже стресс для разума, для организма, для мозга человека. Он просто показывает его образ рядом с тобой. Это вот перемещение по пространству и вот это вот видение его образа, понимаете, его фантом приходит. Люди настолько связаны между собой, настолько у них сильные чувства, что они и во снах встречаются, и видят друг друга в комнате, даже запах друг друга ощущают, будучи за миллион километров вдалеке друг от друга. Это реальность. Потому что мы на самом деле, мы все, можно сказать, живем в одной комнате. Вот этот наш мир, вот просто как одна комната, мы все здесь в одном месте живем. Почему магия действует на человека? Потому что для магии, для сил не существует времени и пространства. Здесь я начитываю. Человек в Калифорнии сидит, у него головная боль проходит. Вот мы живем в одной параллели, понимаете? Извиняюсь, вы можете пойти в туалет ночью, пройти через вот какую-то параллельную, реальную, вот параллель. И в Мексике где-то мужик, который сидит, футбол смотрит, увидит, как возле их кухни женщина прошла. Это вы. Он будет кричать в ужасе, думая, что призрака увидел. Но очень может быть, что это вы, просто вы прошли вот через ту параллель, по которой, вот как экватор, если так чертить, да, вот по этой параллели, по этой линии он там живет. Вы пресекли эту линию, прошли себе по своим делам. А он увидел ваш фантом проходящий и подумал, что это призрак. Это настолько взаимосвязано в этом мире. В Библии есть такой момент, когда один из, по-моему, Захария, если я не ошибаюсь, ассирийский царь планировал напасть на Израиль. И по какой тропе он хотел напасть, царь Израиля знал уже заранее. И там его войска ждали. И в конце концов он в недоумении начал искать у себя шпионов и предателей. Но мудрецы ему сказали: великий царь, есть у него один мудрец, один маг и чародей, который словно сидит в этой комнате и подслушивает нас. Ему это дано, он слышит твои планы и передает. Вот оттуда и знает царь Израилев, куда мы пойдем и что мы будем делать. В конце концов, они были вынуждены с ним заключить мир, потому что, чтобы они не подумали, Езекия передавал, что вот они собираются напасть с этого места. А у них войско будет столько количества, у них будет такое оружие, понимаете? Почему? Как он мог это делать? Ну, способности человека. И, как я уже говорила, мы как живем в одной комнате. Захотеть видеть планы какого-то человека, возможно, если тебе это дано, естественно, не каждый человек это увидит. Как читают ясновидцы, вот как узнают из этих пластов информационных, как они узнают это все. Они просто впитывают, и все, что им приходит, они говорят. И они не ошибаются, потому что им приходит то, что должно быть, или то, что есть. Одним словом, они что говорят, то и в реальности происходит. Или они предсказывают, или они видят эти планы, говорят, или советуют, что лучше делать. Но они вычитывают это, понимаете? А у других людей это закрыто. Эта антенна не ловит вот это все. Они могут тоже что-то сказать, может быть, но это не значит, что это сбудется. Им не дадут эту информацию.
к нему придет весь вот этот астральный мусор, который там гуляет. Кто кого любит, кто с кем спит, и что-то какая-то ерунда. Ни о чем. Так что мир духов существует, и он не где-то там, ни в земле, ни в аду, ни в раю, ни на небесах. Он здесь, вот прям рядом с нами находится. Стоит нашей душе выйти из тела, если во сне выходим, мы гуляем по разным мирам. Есть люди, у которых сны настолько реалистичны, что они избегают сна. Это абсолютно реалистично, как просто жизнь. Мне, например, как обычно показывают, мне, например, показали, пришли эти духи, но это между сном и явью, когда ты просыпаешься, перед глазами тебе приходят и вот тебе рассказывают, и ты всю эту картину видишь, ты живешь их жизнью. Это дом на дереве, партизанский отряд. Я просто почувствовала этот ужас смерти. Я почувствовала, как будто я там нахожусь. Это внутреннее жуткое состояние. Понимаете, меня прям затрясло. Я ощутила, что чувствовали люди. Это я как-нибудь расскажу. Недавно... Ладно, не буду об этом. О пленных просто. Пришло, что им приказывают одеться, идти. Значит, что вас будем обменивать. Вот такое пришло. И через некоторое время мы узнали, что автобусами обменяли и везут ребят этих. Понимаете, вот информация есть в воздухе. Кто-то сказал, кто-то договорился, кто-то разговаривает, кто-то планирует. От нас закрыто, за закрытыми дверями. Но люди, которым дано, это улавливают. К ним это приходит как предсказание, как ясновидение, как видение ситуации и так далее. И вот здесь я пытаюсь вам объяснить, что мир духов рядом с нами всегда. Просто у кого-то закрыто, и оно очень редко может раз в жизни что-то такое увидеть. А кто-то чаще видит. Но во время стресса, если увидели или в каком-то доме жили, там вот заселенные вот просто призраками дома бывает, это другой вопрос. Но если они всю жизнь где-то что-то видят, и это мешает им жить и внушает им страх, от этого, конечно, надо избавляться, потому что это не есть хорошо. Пойдем дальше. Добрый день, Инга. Добрый день, Яна. Благодарю Вселенную, что попала на ваш канал. И хоть я не так давно на нем, я успела многое прочесть, пересмотреть и некоторые ритуалы воспользоваться ими. Вот. Я вам расскажу то, что я вспомню, потому что вся моя жизнь состоит из мистики. На протяжении всей жизни что-то происходит. Самое первое, мне, наверное, было лет 8 или 10, как я четко услышала, как в другой комнате кто-то чихнул. В доме я была одна. Так, следующее. Перед самой свадьбой мы сидели со своим суженым. Я была одета, на мне была кофта, но я почувствовала, как о мою спину потерлась кошка. И было такое ощущение, будто я по моему голому телу потерлась, потому что я почувствовала прям ее шерсть. Наступило такое оцепенение, я не могла пошевелиться и не могла вообще ничего сказать. Вот. Потом родился ребенок. И каждую ночь, как переваливало время 12 часов ночи, на кухне в окно кто-то потихонечку несколько раз стучал. Раза 2 или 3, наверное, я выбегала, мы жили в своем доме, и никого не оказывалось. Потом я просто перестала. Это происходило, я не знаю, наверное, полгода. Потом, значит, было такое, что я днем прилегла. Кошки у нас дома не было. Я прилегла днем и чувствую, у меня по ногам
наступает кошка. Я прям, ну как вот кошка крадется и наступает. Я резко поднялась, и я увидела, как она промелькнула. Потом, значит, когда я дома находилась, одна тоже, ну одна, не одна даже, я просто чувствовала, что кто-то есть. Я резко поворачивала голову и всегда видела кошкин хвост, пушистый, серым цветом, но он размером был как, не как обычная кошка, в 2 или в 3 раза больше. Вот. Потом у меня несколько лет, это вообще прям вот просто несколько лет, я чувствовала, что у меня на спину промеж лопаток как будто что-то садилось. Это была не птица, это была не кошка, я не знаю что, но как будто у меня кто-то сидит там. Пусть я тут разбушевался. Следующее. Однажды днем муж дома спал. В обед, после обеда, прилег отдохнуть. Я вышла на крылечко, и вдалеке у нас стояли сарайки и большой-большой сад яблони. И вот в той одежде, в которой он ходит обычно на работу, я смотрю, и он из-за яблони прям пробежал в сарайку. А муж дома. Что еще было? Так, теперь самое интересное еще будет впереди. Значит, когда мы ложились спать, у нас на чердаке происходило нечто. По ощущению такое, будто вот как кошки дерутся, да, клубком, как будто катаются, вот прям такой шум, это всегда происходило ночью. Катаются, драка как будто там какая-то. И в конце как будто кто-то кого-то выкинул с этого чердака, и дверка хлопнула, закрылась. Мы туда залазили, смотрели, там даже не было щелки, чтобы голубь туда пролез. И вот так происходило всегда, сколько мы в этом доме жили. Однажды я тоже ночью это было, я легла, и вроде бы заснула и не заснула еще, и прямо над моим лицом я услышала взмах крыльев и такой, знаете, сквознячок, ветерок прям, будто птица пролетела, и такой вот сквознячок. Потом, тоже когда ложились спать, на стене проявлялось пятно светящееся. Если я ложилась в другой комнате, оно появлялось и там. Сначала муж надо мной смеялся. Потом он решил проверить. Значит, полез и рукой прикрыл это пятно. Свет ниоткуда не падал, окна были зашторены, но пятно светилось под его ладошкой. И тогда ему становилось тоже уже страшно. Вот. Потом однажды, значит, мы легли спать, муж уже уснул, и я не поняла, до сих пор я не могу понять, это был сон или это был явь, потому что я будто бы и спала, и не спала, но я открываю глаза, и надо мной висит прозрачное, это было не облако, это была я. Вся фигура, все это, только надо мной висела я. И я услышала голос, она мне говорит: ты умерла 4 года назад. Я тоже была в оцепенении, будто я сама себе говорю, что я умерла 4 года назад. Я даже не знаю, как это объяснить. Я думала, что я умру через 4 года. Слава богу, прошло несколько лет. И вы знаете, у меня таких историй очень-очень много. И знают об этом друзья, некоторые из них, из этих историй, родственники. Поэтому я не могу всего здесь рассказать. Если вам будет интересно, я запишу это лично для вас. Но дело в том, что сейчас это начинает происходить с сыном моим. И он очень-очень серьезно заболел. Я вам писала, вы не прочли, я не отправила. Она сказала: знакомьтесь с каналом. И вот если вы сможете ответить, ответьте мне, пожалуйста, что это такое. А может быть, нам повезет, и вы как-то поможете сыну моему. Спасибо вам. Я, конечно, помогу вашему сыну. Напишите мне сегодня вечером, где-то после 8. Напомните насчет мистических историй, насчет вашего ребенка. Послушайте, это все, что происходило в этом доме, это все говорит о том, что дом построен не в хорошем месте. Может быть, на месте старинного кладбища, может, какое-то проклятое место. Вы поинтересуйтесь, давние хозяева этого дома, почему продали, ушли. Это все говорит о проклятом доме. И ребенок у вас там родился, и не просто так. Они изначально пытались вам сказать, что вы что-то сделали, либо кого-то пригласили очистить, убрать это все, либо ушли оттуда. Они пытались вас предупредить. Но вот, видимо, вы не слышали этого.
4 года назад, если вам сказали, вы вспомните, в этот момент вашему сыну сколько было? 4 года? Может быть, они хотели сказать, что 4 года назад, родив ребенка там, вы его обрекли на вот болезнь. И поэтому 4 года назад ты умерла. То есть 4 года назад ты сделала роковую ошибку, начав здесь жить и родив здесь ребенка. Вот что могло означать. Ну, все эти драки кошек, возня и прочее, это все, ну, не что иное, как жизнь, действия нечисти. Вот их и называют нечисти, потому что это нечистые, недобрые духи, которые жили в этом доме. Нужно было изгнать их оттуда, нужно было кого-то приглашать. Но я не думаю, что батюшка бы справился, потому что они приходят, конечно, освещают. Некоторое время это их пугает, ну а потом они с большей злостью начинают эти нападения. В принципе, тут нужна ведьма, которая их знает и сможет их усмирить и убрать. И, естественно, если в доме селится нечисть, а вы там были беременная, и потом родили ребенка, понятное дело, что они забирали у вашего ребенка это все, эту всю жизненную силу. Вот поэтому он у вас и родился таким, поэтому он и болеет, поэтому теперь его начали преследовать, потому что это молодая кровь. Вас пугали, на ваших эмоциях существовали, ваши эмоции забирали, а потом уже перешли на эмоции более молодой крови, которого можно как бы покушать, знаете, помимо вас. Теперь из жертвой стал ваш сын. Напишите, конечно, я вам помогу и, скорее всего, начну с того, что уберу их из вашего дома. И для этого мой приезд туда совершенно не нужен. Вы прекрасно понимаете, что для таких людей не существует времени и пространства. Их можно убрать и попросить уйти из любой точки мира. Я думаю, что на сегодня достаточно, хоть и 2 истории, но в любом случае подробно это все рассказано. Я выделила, конечно, истории. Я попрошу тех, кто хочет отправить свои мистические истории, во-первых, написать, что это мистические истории, отправить в будние дни до 10 вечера Яне в голосовом формате. И, пожалуйста, мистические истории. Не сны, не какие-то там свои личные вопросы, а именно мистика, если это реальная встреча с духами. Не какая-нибудь там ля-ля тополя, а именно реальные встречи с духами, которые происходили. Вот подобные встречи. И я вам объясню, что это, к чему это и почему. В выходные дни, да, не отправляйте, пожалуйста. И не отправляйте ночью. Все-таки человек, и у нее своя семья есть, в конце концов. Хотя она круглые сутки, можно сказать, делами занята. Но в любом случае. Желаю всем удачи. Буду ждать вашей истории. Если сегодня будут силы и возможности, может, продолжу на том же алтаре. Пока что на этом достаточно, я думаю. Выделила определенные истории. В ближайшее время буду их снимать и объяснять. Всем удачи!